В общем, приехал на загрузку, и здесь вот такой вот модный телефон. Hello? Loading Nordic Sugar. Stromgatan 5C. One expedition. Okay, thank you. Вот такие вот дела. Сказал мне номер 1, там экспедиция. Вот такое вот древнее здание. Наверное, припаркуюсь здесь. Пойду посмотрю, что там. Поеду я туда дальше. И вон я вижу в конце, самом еще единичка, куда-то она там ведет. Вокруг всех зданий. Посмотрим. Вот оно что здесь. Все, сейчас пойду я разговаривать. Ну что, я не туда приехал. Дали мне карту, возвращаемся назад сейчас. Погода ужаснейшая, ужаснейшая погода с утра. И да, всем привет. В общем, как раз я доехал до выгрузки и расцвело. Но вот с первой попытки я не туда попал. Ну, я приехал по адресу, который у меня указан, в принципе. Вот, но, как оказалось, мне не сюда. Поэтому сейчас я перееду. И буду надеяться, что загрузка будет задняя. Не хотел бы я в такую мерзкую погоду открывать тент. Вот. И потом на перецеп. То есть не на перецеп, а я поеду, отцеплю этот груженный прицеп. Возьму другой прицеп, груженный уже, который на Норвегию. И помчим. Помчим от этой непогоды. Искать другую погоду. Что найдем, увидите скоро. Вот так, стоило только трубку снять, и ворота открылись. Ну и здесь рампа, поэтому я думаю, что все отлично. Так, ну пойду пытать счастье. Сейчас могут сказать, нет, это не здесь, это там. Так, а я загружаю сам сироп в ведрах и обычный сыпучий сахар. И моя тачка, как всегда. Все, вот я и загрузился. И поэтому едем отцеплять этот прицеп и зацепим уже груженный на Норвегию. А этот груз, сахар, на Литву. Поэтому нам с ним не по пути. Вот такие вот дела. Осенний жуткий дождь в районе Мальма. Да, мы находимся в районе Мальма на юге Швеции. Вот, и отсюда мы уже поедем. Сейчас у нас сегодня 8 градусов. И вот такая вот жуткая погода, ветер и дождь. И, значит, дальше едем, после перецепа будем следить за погодой, как будет изменяться. И температура. Вот так. И сейчас будем проезжать мы кучу гусей и уток, там, и чаек, я не знаю, наверное, они там все вместе. Скоро у нас будет рядом берег, я вам покажу. Да, наверное, ничего не видно, но вот тут уже
начался берег, и пока что там вдалеке все в лебедях. Там куча их просто, одни на одном сидят. И где-то вот сейчас отсюда, ну вот еще чуть поближе, там эти лебеди. Здесь вообще непонятно, то ли море вышло с берегов, или что здесь, почему здесь все в воде. Здесь вот куча каких-то маленьких птичек сидит. И вот тут гуси стоят. Ну почему-то что-то их стало меньше за полчаса. То есть чайки, гуси, утки. Вот они тут ближе были к этому, к берегу. Да, наверное, очень плохо видно. Чуть, если бы, конечно, ближе, то было бы лучше. Ну, в общем, вот так. Как смог. Так, ну а меня съест, и мы едем забирать, менять прицеп. Welcome Ландскрона. Город Ландскрона. В центре этого города очень красиво, но мы не сможем там проехать. Там ограничение 12 метров длина. Поэтому может... Не знаю даже, что мы здесь может увидим, а может не увидим ничего. И да, вот. Ага. Поворот на навигаторе в забор. Нормально. Так, я, по-моему, здесь был. Вот что-то мне тут знакомое такое. И... Да, мы сейчас на этом кольце поедем налево. Ну, а там дальше центр красивый, конечно, будет. Но там не для нас, в общем. А я не повернул налево по кольцу, потому что я увидел, что там тоже стоит знак с перечеркнутым грузовиком. Поэтому я пока еду прямо. Пока еду прямо и ищу поворот куда-нибудь. Да, все. Значит, у нас, да, где-то будет скоро. На это у нас, я не знаю, что это, железнодорожный вокзал, что ли? Да, скорее всего, это был железнодорожный вокзал. Ну а мы почти у самого берега, точнее не почти, а у самого берега. Кораблики тут у нас уже стоят какие-то. Ребекка Хаман. Какой-то специальный под что-то. Перевозки. Из Кандика тоже. Я здесь выгружался. Однажды. Но вот где мы меняем прицеп, я что-то не могу понять. Я так понимаю, должна быть какая-то площадка в теории. В теории. Да, вообще круто. Вон наш прицеп стоит сам собой. Ну, это что-то новенькое. Обычно происходит, ну, перецеп, там машина с машиной меняется прицепами. В моем случае у меня стоит просто прицеп. Ну, как есть. В общем, сейчас я рядом с ним припаркуюсь параллельно. Мне нужно будет проверить на него документы и документы на груз. И оставить в этом прицепе документы на груз. Все, в общем, махнулся я не глядя прицепами. Это наши литовские прицепы с нашей фирмы, получается.
Вот. Тен слабовато натянут. Но я ничего перетягивать не буду, потому как я не знаю вообще. Может, я его поменяю в следующем рейсе. Но единственный минус, что здесь стоят запаски. И в случае, если пробью колесо, мне придется колеса менять самому. Это огромный минус. Груз у меня непонятно какой. Здесь просто он закрывается с такой стенкой, то есть сплошной. Будем выгружаться, я вам покажу, что там у меня было. Потому что я не знаю. Вот, ну палетники есть. Плюс того, что есть палетники, можно барахло сюда скидывать. Ну и опять-таки я говорю, что неизвестно, сколько я с ним проезжу, с этим прицепом. Вот так, ну все, мы выдвигаемся. Итак, заехал я сделать паузу, 45 минут. Мы еще с вами в Швеции. И наберу я воды. Так, ключики взять. Срач такой небольшой. Одна пятерка у меня, и у меня есть такая вот десятка гибкая. Это на один рейс. То есть я ее потом выброшу. Почти на всех заправках циркуль есть. Сейчас я вам покажу, что здесь есть. А здесь почему-то уже ничего нету. А раньше было. Или я... А, нет, все есть. Вот есть такие вот... Кстати, здесь поменялись. Раньше вроде бы другая была. Ну да, она, видите, новая. Вот такие вот места, где есть вода. И она очень чистая. Что в Норвегии, что в Швеции одинаково. Так, нам даже щетка вот есть чистить машину. А, она даже подключается. Ничего себе. Там мне что, машину можно подъехать помыть? Кстати, да, я подъеду. Дверьки себе помою. Прикольно. И абсолютно бесплатно. Так, ну здесь очень медленно течет. Я наберу здесь только пятерку, а десятку я эту дополню в другом месте. Я даже и пятерку не буду набирать. Но то, что я увидел за щетку, это хорошо. Мы наберем в Норвегии с вами, там еще более чистее вода. И сразу границу я пройду, заеду на второй съезд и там наберу воды. Смотрите, какой здоровый, мощный Volvo карьерник. Длинный у него довольно-таки прицеп. И сколько же вот эти два трактора весят, интересно, в сумме? Красотища. И вот на этой ноте заканчиваю сегодняшний день, потому что буду я проводить выходные здесь на границе. Второй съезд в паркинг для грузовиков. Но продолжу уже свой путь я в воскресенье, поэтому видео продолжится уже в понедельник. Вот. Такие вот вышли дела у меня на этой неделе. Ну а всем хороших выходных, удачи и до новых встреч.